Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми встречами с Семеном Ураловым. Он на связи. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую Александром, зрителям тоже привет. Семен Сергеевич, очень важные дни, события налетели на Зеленского со всех сторон. Значит, но он, как обычно, прет буром, да, уперся рогом, и можно любые другие метафоры поднимать. Говорит, теперь США и Россия заинтересованы в том, чтобы давить на него. Россия вообще хочет его снять. Многие комментаторы говорят, что подождите, Медведев же отвечал же на очередной выпад, говорит, наоборот, пока он разваливает Украину, он выгоден России, никто его снимать не хочет. И сейчас эти прения, они абсолютно пустыми кажутся ввиду того, что опять вся война упирается в определенную реальность. Реальность разрушений, реальность урона, потерь, ущерба и, скажем, вариантов это остановить. Но вопрос возникает главный. Если условно, гипотетически, завтра все заканчивать, просто берем, как есть, все, берем, заканчиваем. Возникнут вопросы, а что это было как к одному, так и к другому руководителю? И у кого будет больше проблем? Зеленский, кажется, ощутил последние дни, что у него проблемы куда серьезнее. Соответственно, он не хочет ничего заканчивать, а наоборот, эта история, давайте 3 года повоюем, которую потом опровергли, кажется реальной. Прям кажется реальной. Зачем журналисту Wall Street Journal плодить фейки? Да? Прям аж как-то обидно за коллегу. А есть силы еще на 3 года? Давайте разделим желание и силы. Желание есть. И ресурсы на это есть. Как мы видим, даже скандинавские страны выделяют средства. Да? То есть все готовы. И на самом деле стоит это не так уж и много. Мы это и разбирали, и постоянно идут отчеты, что там до 2-3% ВВП это стоит Европе. Немного. Это же не 20% нагрузка, не 30%. А силы, тут самый главный вопрос, какая будет стратегия этой войны. На данном этапе, начался давно, это идет стратегия экономической войны в первую очередь. Потому что у нас никто мобилизацию доп. Ресурсы не объявляет. Война в массе своей превратилась уже в войну техники. То есть, как все это, то, что называют военные обозреватели, это киллзон. Да? Почему киллзон? Потому что там голову невозможно высунуть. Там мои знакомые, где там видимся, и крымчане есть, и не только. Они, говорят, что в основном сидим в укрытиях под землей. Поэтому это соревнование экономик. Что такое война машин? Это их произвести, обеспечить энергией. И это самое главное. И в этом контексте, то есть, если это продолжится в формате именно войны, в первую очередь, научно-технической, то, конечно, ее можно продолжать очень и очень долго. Самое главное, что мы видим? Что никаких возможностей для сопротивления нету внутри. То есть, нету силы, которая поставила бы другой вопрос. Ведь какие критика же Зеленского со стороны элит, да? Она же в чем заключается? Неэффективно воюешь. То есть, не то, что сама преступна, да, вся история. Это же тянется еще с этой армией Новый Вир. То есть, Порошенко туда же пришел. То есть, начиналось все, что я президент мэру, да, а потом оказалось, что я президент Армавиру. Поэтому здесь то же самое. И учитывая, что все участники перестроили плюс-минус свою экономику на военные рельсы, поэтому я и остаюсь на своих позициях, что эта война будет идти плюс-минус до 2050 года. Как-то так. Ого, это же не 3 года. Это гораздо конечно. больше. Конечно. Понимаете, мы же просто из чего исходим? То, что мы называем Первой мировой войной и Второй мировой отдельно,
Ну, вообще-то это правильно рассматривать как одну войну с большой передышкой. Потому что после того, как только завершились военные действия после Первой мировой войны, все стороны приступили к оперативной подготовке. Ну, вообще-то, приход к власти Гитлера, он на этом и был основан. То есть, это же был страшный, сейчас слово придумали, там, этот ресентимент, да, то есть, новое. Но раньше это называлось реваншизм, то есть, жажда реванша. Оно же было построено ровно на этом. Сталинская модернизация Советского Союза на чем была основана? Если мы почитаем прессу второй половины 20-х, начала 30-х годов, советскую, там об этом постоянно, что да, вот, скоро будет война с фашистами. То есть, они еще не доиграли. И после Великой Отечественной одно из заявлений товарища Сталина же было о чем? Что мы отодвинули следующую войну на 30-40 лет. То есть, на одно поколение. И именно гибель Советского Союза и как бы распуск нашего блока – это был третий этап все того же конфликта мирового. И поэтому, почему я и говорю, что мы будем доигрывать до середины века. В этой войне невозможно победить, не отправив на свалку историю, те культуры, которые продуцируют империализм. Это в первую очередь западноевропейская и североамериканская культура, которая на этом основана. То есть, они вышли за пределы Европы, когда они перестали воевать внутри Европы, когда экспансия переместилась за пределы. Первый раз они придумали такую идею с крестовыми походами. Когда огромное количество желающих повоевать, мы вас давайте туда отправим. Вы там арабов режьте. Кстати, так под шумок была уничтожена Византия. Аналогично строила свою империю Британия. То есть, вот самых дерзких, давайте вы будете там пиратами. Сама идея каперства, как она придумана, это легальное пиратство. Поэтому это лежит в основе культуры. И можно либо отгородиться от них нечто подобным железным занавесом, да? Как, например, Китай сделал, как великий китайский фаервол. Он же не только цифровой, он же вплоть до того, что он физический. И, собственно, китайцы идут по пути, который был проторен Советским Союзом. Это построение страны цивилизации, минимальная глобализация. Глобализация только в условиях обмена товарами, но не идеями. Потому что откуда появился этот западный человек? Он же родом из редкого архетипа воина-торговца. То есть, пока ты сильный и тебя нельзя убить, с тобой торгуют. А как только ты ослабеваешь, с тобой начинают воевать. А это уже изобретение, так сказать, начало капитализма, да, это проникновение вместе с товарами идей. Идей, которые разлагают общество противника изнутри. Причем идеи лучше всего, чтобы они были овеществлены. Но это, в общем-то, в метафорах у нас выражено как стеклянные бусы. Да? То есть, новая, своя особая цивилизация, она такая же была очень природная. Да? Это как нынче в «Аватаре» показано. Но это не только. Она была побеждена цивилизацией промышленного производства, да, которые предложили сначала, соблазнили товарами, а потом, в общем-то, дальше мы знаем новейшую историю освоения континента США. И очень интересно, показательно, на тот момент, когда только зародились Штаты, там же было очень много разных колоний. Были отдельно колонии английские, французские, были, кстати, датские колонии. Много их было разных. Голландские, сам Нью-Йорк, это же изначально голландская колония. И вот смотрите, еще континент был не освоен, он был пустой. А эти колонии уже воевали между собой. Нью-Йорк был захвачен, да, у голландцев. Казалось бы, у тебя же столько еще места вокруг. Осваивай, развивайся, строй новые города. Нет, они уже изначально уничтожали друг друга. Поэтому это такая цивилизация, от нее просто нужно держаться подальше, с моей точки зрения. Знаете, это подальше не получится. Потому что, давайте честно, мир маленький. Маленький.
Ну, как Ну, он быстрый стал, а маленьким он не стал. Почему? ну, смотрите, то есть все, вот Совет мира же показывает, какой мир маленький у Трампа. Вот провел феерический же Совет мира, а потом получил решение суда. И сейчас вот тоже такая интересная история. Бессент выходит и говорит: так, страны, давайте, мы там вам повводили вот эти все тарифы, пошлины, да? Вы не обращайте внимания. Это типа наш суд, мы с ним тут разберемся. Вы там давайте. Вот. Но давайте. В том же духе все. По тем же правилам. Так суд же отменил. Ну и Трамп вышел, обматерил этот суд и сказал, что все, план Б, и ввел всем 10%. То там кому-то по-разному он вводил, а сейчас всем 10%. Ведь это Это очень называется такой... поставил на счетчик. Ну, Помните, то есть, как? очень же такой ход, да? Такой с душком, так сказать. Но Трамп столкнулся, давайте будем сейчас откровенны, с первой большой проблемой. Глобальной проблемой своего стиля, своих подходов, своего веса и своего лица перед, условно, как вы там, ну, в вашем лексиконе, да, других цивилизаций. Имеется в виду Индия, Китай, Россия, ну, то есть то, что называют там глобальный юг. Трамп – это троянский конь, который может очень дорого обойтись всем, кто с ним связывается. Потому что это психотип у него, это же шоу-политик. В этом смысле Трамп и Зеленский – это люди одного типа. Да? То есть, это люди, которые живут именно в шоу-политике. И тут, кстати, вот Совет мира, давайте этот казус немножко разберем. Это как раз пример самоколонизации. Вот смотрите, мы не задумываясь, я сейчас через профдеформацию когнитивной войны, которой я плотно занимаюсь, язык – это ключевой элемент. Вот смотрите, мы взяли в наш лексикон, не задумываясь, причем и наши медиа, и украинские, и белорусские, и казахские, называем это Советом мира. А кто-то вообще задумывался, вот как его правильно называть? Вот как он в оригинале называется? Вы обращали внимание? Ну, Совет мира и Совет мира. Нет, это по-русски, а в оригинале на английском он называется Board of Peace. В русском языке слово «совет» оно имеет очень четкую нагрузку. Это место, где советуются. На английском, там, где место, где советуются, это либо Сенат, вот, по-английски. Да? Еще другая формула есть. Advice, то есть дать совет. Hint – это тоже совет. А вот board – это в значении правления. То есть, как бы совет директоров. Это не совет в смысле парламент, место, где с кем-то кто-то советуется. Никто ни с кем ни о чем советоваться не будет. Но мы подхватили навязанный нам перевод, что это совет мира. Не совет это мира. Это правление миром нужно правильнее называть. То есть, он собирает банду, ну, как бы своих младших партнеров, подельников, которым предлагает, обратите внимание, вот слово «борт», да, это же еще когда там загружаются в судно или на самолет, там же надпись даже «on board», да, на борту. То есть, это не совет, никто ни с кем советоваться не собирается. Это пиратская команда, которую набирает Дональд Трамп, с одной стороны. А с другой стороны, это, конечно же, то, что мы знаем по 12 стульям и деятельности Остапа Ибрагимовича, это союз меча и орала. То есть, это еще и сбор, так сказать, взносов с дурачков наивных, которые побежали, так сказать. Вот. И поэтому, если бы мы были бы не колонизированы, самоколонизированы на уровне мышления, мы бы никогда не называли бы это Советом мира. Мы называли бы это... я предлагаю это называть пиздилошное. Они же мир понимают как сделку, peace deal. Поэтому это у них банда пиздилошная. Вот что это такое. Да? Никакой это не Совет мира. Потому что Совет, вот если мы посмотрим, например, Совет Безопасности ООН, при всей критике к ООН, но посмотрите, какие
в ООН дебаты разворачиваются, да? А мы видели какие-то дебаты? Нет. Мы видели, ну, с моей точки зрения, себя превзошли наши постсоветские республики. Особенно глава Казахстана отличился. Я сразу предложил, надо бы Астану переименовать в Дональдык. Вот. И еще там пустует звание Елбасы, вот, которое отобрали у Назарбаева. Я не знаю, помнят, не помнят зрители, у Назарбаева был отдельный статус Елбасы. Это как вот великий правитель. Да? Его отобрали после того, как Назарбаев потерял власть. Но это закон вообще политики Востока. Пока ты при власти, тебе все льстят и кланяются. Как только ты уходишь, тебя начинают, ну, в общем, не очень уже любить. И вот что, вернуть Трампу Елбасы, вот, нормально. Будет он со статусом Елбасы. Нормальная тема. Заведующий пиздилошной Елбасы, да. Елбасы Трамп. Елбасы Трамп, да. И Дональдык, столица Казахстана, вообще прекрасно. Так вот а если что мы были бы... Подождите, можно, я понимаю ваш скепсис, ваш там, где-то там сарказм, но давайте так. Так а что тут такого? Ну вот подождите, да, там Белоруссия, Россия, Китай не поехали, да, по там своим причинам. Ну не поехали в этот раз, поедут в следующий. Ну что в этой идее плохого? В этой идее плохого два аспекта. Первое – это то, что Трамп имеет все шансы в будущем стать козлом отпущения. На импичмент он может нарваться, на суды он может нарваться. Потому что то, как он нарушает, в том числе внутриамериканские законы, им плевать надо, ну, что кто нарушает за пределами США. А что происходит внутри, это очень-очень чревато многолетними, в том числе. Вот пример Верховного суда решения уже привели, да? Потом могут очень сильно спрашивать. Еще неизвестно, с чем история с Мадуро закончится. Непонятно, за что его судить. Да? Вот. За что? Какие законы он нарушил. И поэтому все, кто свяжутся с Трампом и особенно будут петь ему дифирамбы, они могут в будущем получить очень серьезную обратку. А второй аспект, и он более важный. И у меня есть гипотеза, для чего нужна эта пиздилошная. Вот. Она нужна для легитимизации преступлений Израиля. И мне кажется, что это связано, это гипотеза, подчеркиваю, да? То, что остров Эпштейна, с помощью которого взяли за текстикулы сильных мира всего, что это в первую очередь проект израильских спецслужб. И не зря мы видим там сионизм, который прет прямо через... Даже наша это отличилась, Дрокова, да? Которая там рассказывала о том, что только евреев нужно брать истинно. Да? Ну и Эпштейн был. Это форма расизма. И теперь обратите внимание, вокруг чего все крутится. Интерес Трампа, понятно, свое эго как бы реализовать и денег со всех срубить. А в чем интерес заказчиков? Смотрите, все крутится вокруг восстановления, якобы восстановления газа. Да? Так это же легитимизация геноцида, которую устроил Израиль. То есть все, уже закончили, ну, никого уже не убивают, все, мир, прекрасно, все, мы сейчас все построим, новые, ну, сейчас туда застройщики приедут, да, у нас везде застройщики могут 20-этажные дома, там, 100-этажные строить. Какие проблемы? А что произошло с народом, который просто уничтожили? Вот, если мы посмотрим на карту Израиля, да, вот как он был основан и сейчас, он же растет как раковая опухоль. И вот больше всего рискуют как раз страны с, ну, назовем так, исламским населением. Потому что у нас было, помните, в Дагестане, когда история была якобы беженцев, якобы... Это был элемент когнитивной войны, как снесло башню жителям Махачкалы, да? Вот, что кидались, чуть ли не разгромили. Почему? Потому что это была острая, ну, ненависть к тому, что творит Израиль в Газе. И поверьте мне, я, кстати, знаком немного с социологией Средней Азии, вот, там антисемитизм, ну, неправильно это называть антисионизм, вот, достаточно на высоком уровне. И вот конкретно и Азербайджан, и Казахстан, и Узбекистан, где прошла достаточно сильная исламизация, они очень сильно рискуют, их руководители, потому что они будут вынуждены на этой пиздилошной лечь не просто под Трампа, а лечь конкретно под сионистский Израиль. Потому что они тем самым легитимизируют
Все, что... Вы же видели, наверное, последние заявления как раз Израиля в ООН, что нет, какая же это оккупация? Это никакая не оккупация. Вот. Народ, которого как бы не было государства, не имеет права вообще как бы даже вякать. Понимаете? И вот это может очень серьезно аукнуться. Поэтому это, подчеркиваю еще раз, это предположение и гипотеза, построенная на анализе разносторонних фактов. С моей точки зрения, вот этот весь проект пиздилошный Трампа – это результат того, что он попал в глубочайшую зависимость от Израиля. И я думаю, что по как раз истории, связанной с Эпштейном. И не только он. Интересная мысль. Давайте тогда докрутим возможной войной с Ираном. Ведь это тоже часть. Все прекрасно понимают. Да, конечно. Это прям, это как это? Это вот финальный аккорд. Сейчас там публикуют в прессе, а надо убить Аятоллу, там каких-то еще товарищей, которые там КСИР, ну, в общем, да, руководство, верхушку Ирана, надо вот с ним покончить. Ну, все же рассуждают, что многие считают, что рано или поздно этот удар случится. Слишком большие силы отправляет Трамп, они все готовы, заряжены. Но каким может быть этот удар? Эти силы, понятное дело, захватить Иран не могут. Союзники вокруг Ирана, они наоборот против, они не пойдут туда оккупационными силами, по крайней мере пока, да, то есть нет таких моментов, то есть какую-то интервенцию провести, спецоперацию союзников, физически не хватит сил, чтобы захватить даже часть какую-то Ирана и удерживать. Но каким может быть этот удар Трампа? Ну, по верхушке, то есть там на уничтожение, да, как что-то разрушить, кого-то там перебить, какие-то пути, сообщения и так далее. Пойдет ли на это Трамп? И если это часть общей картины Совета мира как легитимизация израильской войны, да, вот того, что мы видели в Газе, израильско-хамасовской войны, то тогда какое место этот пункт или этот пазл занимает в этой картине? Как бы завершая его или развязывая там вообще абсолютно другие, открывая новые двери в новые там мировые противостояния? Дело в том, что война с Ираном и идея войны с Ираном, она не Трампом рождена, она получена по наследству, как и все остальные войны. Как это может быть, мы можем судить по примеру, например, аналогии. Да? Вот как с Ираком поступали. То есть там же было несколько войн. Сначала была первая, так сказать, война в заливе, когда очень сильно ослабили Саддама Хусейна. Но потом еще все-таки он достаточно долго сохранялся. Это же какой 91-й, по-моему, год, да, то есть первая война. Потом можно посмотреть ту же историю с Каддафи. Да? Но вообще-то американцы первый раз Ливию, а конкретно Триполи, бомбили еще в начале 20 века. И это вызвало у них огромный угар патриотизма. Там местный владыка захватил кого-то там типа в заложники. А они на это ответили нормальной такой бомбардировкой. Давайте посмотрим все, что происходит в этом регионе. Именно возьмем в ретроспективе 30-40 лет. Когда вот рухнул Советский Союз, когда рухнула сверхдержава, которая поддерживала так или иначе кого-то. Да? Афганистан не пришел в себя никак. Один из соседей Ирана, да, он же еще и граничит с Ираном. Ирак уничтожен в 2 подхода, и там ничего нету. Сирия разрушена и вернулась фактически в состояние хаоса. Там что-то они пробуют, но это уже все. Развития никакого не будет. Ливия более-менее эффективный, так сказать, режим. Это Африка, но регион все-таки один, да, средиземноморский. Уничтожена. Египет так и не смог, в общем-то, вернуться в ряды успешных государств. Там у них цветные революции были с этими братьями-мусульманами. Фактически превратился в курортную, так сказать, республику для богатых людей. Смысл не в победе над Ираном. Как мы видим на Ближнем Востоке, смысл в создании территории хаоса на много-много лет. Для чего? Для того, чтобы владеющие люди, влиятельные, свинтили оттуда со своими капиталами. Как они делали, это всегда, да? В том числе в Штаты, в том числе в Израиль, в Европу западную. А местное население должно превратиться в новых рабов.
Ну, потому что им куда им деваться? Мы же помним истории про беженцев, например, из Сирии, которыми Эрдоган шантажировал, в том числе Европу. Помним же, да? Сколько их было. Вот это была картинка: горящие бензовозы и одновременно американские спецназовцы, берущие под контроль нефтяные месторождения, беженцы, которые, в общем-то, обеспечивают в том числе экономический рост. Вот, кстати, как и украинские беженцы. Они обеспечивают экономический рост, в том числе Европы. Да? Потому что их же не делают равноправными. Тут же в чем особенность? И в этом смысле очень показательна судьба выходцев из Украины, да, уехавших. Везде, куда уехали. Да? Где открыта им зеленая дорога, в смысле признают равноправными гражданами. Да? И то есть вопросы даже и у нас. Да? У нас в Беларуси можно, да, то есть, но там тоже препонов намного больше. А во всех остальных держат на крючке. То есть переселенцы, беженцы. Ты все время зависишь, ты висишь как бы на крючке у них. И точно так же это устроено и выходцев из Ближнего Востока. Поэтому по-другому эта модель не работает. Это цель не уничтожения режима аятолл или ликвидации, или захвата, оккупации Ирана. Нет. Это создание черной дыры, потому что они уперлись в свой потолок развития. Сделать у себя лучше они уже не могут. Посмотрите на города Америки, Западной Европы. Они же разбились на гетто. Вот. Германия притча во языцах, да, что там жить уже сложно. А для того, чтобы продолжать сохранять иллюзию про сад, надо постоянно поджигать джунгли. Да? То есть для того, чтобы казалось, что у тебя в саду хорошо, нужно всегда поджигать джунгли. Ничего, так сказать, нового нет. И время от времени, как в Маугли, объявлять водяное перемирие. Помните, да, одно из главных преступлений, которое совершил Шер-хан. Да, он во время водяного перемирия убил антилопу. Так вот, Шер-хан – это и есть, в общем-то, образ. Не зря писал Киплинг, вообще один из авторов расизма, которого, кстати, обожали и ценили все фашисты 20 века. Это же он придумал бремя белого человека. А почему он придумал это слово? Он восхищался тем, как американцы поступили с Филиппинами. Которые там просто были под корень уничтожены. Абсолютно беспредельно. Причем своих же бывших союзников потом изничтожили. Поэтому этот весь пиздил, это, собственно, Шер-хан. И это пиздилошное, это все шакалы табаки вокруг него сидящие. Да? Это модель на уровне художественной метафоры, которую они видят. Если вернуться к вопросам украинским. Как вы думаете, возможна ли замена Зеленского? С чем связан этот выпад Залужного? Является ли это прелюдием каких-то больших событий внутри украинской политики, которая прямо, да, будет влиять и на переговорный процесс, и на войну непосредственно? Мы сейчас видим, что приходят сообщения, один завод горит в России, удар по другому заводу в Удмуртии, который Искандеры делает. Фламинго показывают нам день через день эти видео, как они летят куда-то красиво, так, смотрите, взлетели, ярко, это все, эти Firepoint руководители. И они якобы направляются. Абсолютно не идет ничего к тому, что огонь надо прекращать. Или это самая такая темная ночь перед рассветом, и все-таки эта передышка, о которой вы говорили выше, она возможна. Если это возможно, то что с Зеленским происходит? Что за эти сравнения себя с Путиным? Кто сколько книг исторических читает? К чему эти все вещи, что если Путин... Мы не хотим убивать Путина, а если меня убьют, то я... то есть Украина не сдастся. То есть пошла какая-то такая очень, очень странная, не бьющаяся с логикой процессов, событий на фронте, скажем так, череда заявлений. С моей точки зрения, все абсолютно логично, если рассматривать процесс
как конфликт, который очень часто происходит. Ну, вот в частности, ну, Украина же нынешняя, пост-Украина, строила себя же по канонам АУН. Мы это многократно тоже разбирали. То есть, это же была идея положена. Ну, вспомните, на чем был раскол на АУН-Б и АУН-М. Да? То есть, на бандеровцев и мельниковцев. То есть, бандеровцам говорили, что вы недостаточно, так сказать, подконтрольны, слишком много самодеятельности позволяете. И тут же появились люди в лице Мельника, вот. Хотя за обоими фигурами стоял Шептицкий. А мы готовы отдать честь, взять под козырек и делать все, что надо. Да? Ну, вот так они оказались в белорусских лесах, где им поручили заниматься самой грязной работой, вот, кровавой по сожжению деревень, ну, как бы антипартизанской, назовем это так. Ну, так как там партизан поддерживало местное население, все, то это была и антинародная деятельность. И вот сейчас ситуация похожая. Зеленскому предъявляют то же, что предъявляли немцы Бандере в свое время. Что ты слишком много самодеятельности устроил. Какой-то там акт проголошения незалежности, да, вот, ну, хотя там же клятва была принесена, что мы вместе с фюрером и Немеччиной. Нет. Ты должен просто эффективно воевать с русскими. Да? В этом твоя задача. И вот сейчас этот раскол и появление, собственно, Залужного, активного, который начинает, это раскол, похожий на раскол на бандеровцев и мельниковцев. То есть, и Западу, конечно, выгодный такой тип раскола. Почему? Потому что это всегда разделяй и властвуй. Потому что попадать в зависимость от подрядчика – это такая себе история. Каждый, кто делал ремонт, знает, как это противно, например, попасть в зависимость от подрядчика, да? Вот, который чуть разведет ремонтные работы, а потом как бы начинает оттягивать, деньги из тебя начинает вытягивать. Нет, лучше, чтобы подрядчиков было несколько. Тогда они еще между собой конкурируют. И ты, в общем-то, таким образом, ну, точно в зависимость от них не попадешь. И тобой манипулируют. И Зеленский, конечно же, начал манипулировать своими заказчиками. Но насколько он мог это делать. В общем-то, он это начал, и мы помним, как он нахамил, ну, своему, как бы, тогда боссу уже тогда, да, Трампу. Ну, уж помним, это же было не вчера, не позавчера. И поэтому он это чувствует. Он чувствует, что начался вот этот вот как бы кастинг кого-то более лояльного. И включил свой фирменный, так сказать, криворожский стиль, хуцпы, вот, криворожской. И понимает, самое главное, он же получил гарантии безопасности, я так понимаю. Ну, он относится к заявлениям того же Медведева как к личным гарантиям безопасности. А как и любой, ну, политик такого фюрерского типа, ну, ему плевать на все остальных. Ну, ему же никто не будет трогать, понимаете? Ну, и хорошо. И второе, у него есть прекрасный прецедент с Ермаком, вот, ближайшим его, как бы, напарником, наперстником, как это вот, как его еще, соправителем, как его еще можно назвать. Никаких претензий нет, никаких проблем нет. Живет себе прекрасно, чувствует. Какие проблемы? Вот. И поэтому Зеленскому сейчас важно двух как бы конкурентов. У него потенциально, вот, ну, если он в позиции Бандеры, то есть, так сказать, немного такого дерзкого и самовольного пособника, а кандидатом на Мельника нового является Залужный или Буданов. Ну, то есть, люди там авторитетные, так сказать, вот в этой вот среде, позиционирующиеся как эффективные убиватели, так сказать, русских. И Буданова он сейчас душит в объятиях, ну, собственно, на этой позиции, да, то есть он его... А с Залужным сложности, да, это фигура достаточно автономная, да, ну и плюс за счет того нахождения в Британии явно простроившая отношения с элитами западного мира напрямую. И Зеленскому, конечно же, нужно топить вот как бы таких конкурентов. Но как он будет поступать, ну, сложно сказать. Пока что он накачивает свой персональный авторитет и образ главного борца с Россией. Понимаете, тут как бы в этом образе главного борца с Россией есть где разгуляться. И вот когда все говорят о выборах, которые вполне вероятно и, возможно, будут неизбежны в 2026 году,
во время военного положения, во время передышки. Там уже посмотрим, как это все, скажем так, выгорит. Ну, нет же никаких альтернатив. Все предлагают только курс вот этот вот, да. То есть АУН, БМ, ну, Да, короче. Ну, но это АУН, понимаете? Это землянка УПА, это проект антироссия. Очень схрон. интересно. Я бы, понимаете, вот когнитивная война, важны слова. Схрон. Землянки были у наших партизан. У бандеровцев были схроны. Ну, это вот для чистоты понимания. И понимаете, тут такая история. Вот выходит, например, это, кстати, очень важная тема, я ее хотел с вами обсудить. Она, казалось бы, это не очевидно, но она полностью ложится в ваше представление о войне, ну, как просто многосерийных, ну, как бы, да, этапах, да, вот сейчас вот 30-40 лет мы пережили, то есть поколение, да, это все, развал Советского Союза, потом еще мы видим 30-40 лет, ну, то есть вот эти волны, да, такие вероятностные. Вот Стерненко выходит и коментирует. Якби не дві революції гідності, усе для нас було б набагато гірше. Якби не революція гідності і не вигнання Януковича, то ми б зараз перетворилися на ще одну так звану Білорусь. І тоді наші люди зараз би так само воювали, але вже на іншому фронті, на фронті проти умовної Польщі або проти країн Балтії. Це теж треба усвідомлювати. То есть посыл понятен. Сейчас вот это очередная годовщина Майдана, да, и он говорит, что если бы там Янукович, если Янукович не убежал бы, если, собственно, Украина превратилась бы в Беларусь и воевала уже бы с поляками, ну, то есть фронт был бы этот дальше. И это тоже надо очень там четко понимать, что вот в этой пропаганде о том, что сейчас придут как бы россияне и заставят вас воевать условно с Прибалтикой, с Польшей, то есть туда дальше, это ведь, с одной стороны, конечно, оголтелая пропаганда, но если, например, послушать ну, даже вас, да, и как бы под определенным углом посмотреть на вот эти волны продолжающейся войны, то, наверное, ну, имеет долю истины вот такое утверждение. Вот уже, так сказать, вопрос веры. Но Подождите, я не вера и знаю. знание, подождите. Вы Нет, говорите, нет, что смотрите. война идет, и если бы, условно, Украина бы осталась по итогам 2014 года как в орбите России, то она же была бы, это неизвестно, с поляками воевали, получается. Ну, как кто? Тут же ж манипуляция. Если бы пошли по пути Белоруссии, то воевали с поляками. Ну что, Белоруссия воюет с поляками? Вообще ни с кем не Нет. воюют. Ни с кем не воюет. Более того, скажу, в Белоруссии поляков, ну их как, это белорусы, их там белорусы-католики, назовем их так, да? Их до 20%. А в некоторых регионах, как в Гродненской области, там есть такой знаменитый там Щучинский район. Вот. Там их вообще большинство есть населенных пунктов. Потому что у меня корни моего прадеда, в честь которого меня назвали, из-под Новогрудка. Это как раз вот те края, да. Поэтому я там частенько бывал. Вот. У меня отец в Минске нашел свой последний приют, да. Поэтому я Белоруссию знаю намного лучше, чем люди, которые там даже никогда не бывали. Ни в каких государственных доктринах Республики Беларусь нету вообще ни слова о каких-то претензиях к кому-то. Хотя, например, регион Белосток, это восток Польши, да, он же после 1939 года был в составе БССР, это потом в результате обмена территориями, а там как раз значительная часть проживает, опять же, как их называть правильно, белорусами, православные, скажем так, изначально. Когда-то было общее название русаки, руснаки, русины, это вот имеется в виду, рутенами называли еще, например, в Австро-Венгрии. И вы слышали когда-то какие-то претензии Белоруссии например, на Белосток. А вот в Польше почему-то, в Польше, даже на вагонах метро нарисованы всходни кресы, да, и почему-то поляки выдают карту поляка. Вы где-то видели карту белоруса, чтобы кто-то на что-то претендовал? Нет. Это простейшая манипуляция, цель которой объяснить, что это не мы довели со своим ауновщиной до войны,
А война бы все равно бы была бы, да. Но просто мы сейчас на стороне победителей будем. Ну, в этом же идеология. Запад же побеждает, он же как бы всесильный. А так мы были бы на стороне проигравших. Это одна цель. А вторая цель – это оправдать свою преступную сущность. Потому что человек, которого вы цитировали, это преступник, который ушел от ответственности. Не более того, это убийца. И это засвидетельствовано. Советник министра обороны. Представляете, какой путь? Значит, Семен, какой путь? Значит, такой министр обороны. От наркотоварища, ну, вы поняли, барыги, да, в Одессе, до, скажем так, вот этого всего. Это же ужас, понимаете? А сейчас он сидит и так с умным видом там нам рассказывает про то, что был Майдан, о том, что если бы на Майдане Янукович победил, понимаете? Это а были не... шансы вообще? Как? Ну, смотрите, давайте просто тоже восстановим картину происходящего. Я еще раз просто... фундамент понимания, почему я считаю Украину постукраиной. Ведь произошел развал централизованной власти еще до бегства Януковича. Началось с чего? Возникли так называемые рады, да, народные. Ряд западенских областей отказался подчиняться, фактически вышел из состава государства. Да? И потом эта республика была пересобрана. И причем она, это, ну, я тогда ее в своих публикациях называл Республика Евромайдан. То есть, почему неправильно называть ее Украиной? А какая-то часть регионов сказала, мы не хотим в этом участвовать. Да? Ведь на том же Донбассе и в Крыму оно же возникло после того, как сначала на Западенщине отказались от центральной власти. И вот в 2014 году была пересобрана новая Республика Евромайдан, ну я ее тогда называл, в которой выделялась отдельная вообще земля. Вот. Я ее как бы тогда именовал Хазарским каганатом, вот, которая включала вся Днепропетровскую область, Одесскую область и Волынскую область, которую отдали конкретно Коломойскому. Почему Коломойский решил стать губернатором? Да? Ну, потому что страна изменилась. Потому что в условиях Украины ему 100 лет не надо было быть губернатором. Да? А в условиях пост-Украины очень круто, вот, потому что он был всесильный. И вот новая республика, она была пересобрана на идее войны с сепарами, да? За которыми стоит Россия. Но воевать с сепарами из Крыма было, так сказать, боязливо, ну, потому что можно в ответ, так сказать, получить, да? А вот бороться с сепарами из Донбасса было не боязливо, да? И более того, на чем строилась основная пропаганда? Я напоминаю, хорватский сценарий. Помните, это же было центральное. А что такое хорватский сценарий? Мы сейчас дождемся, пока Россия ослабнет, не сможет помогать, и вот это вот быстренько нанесем, значит, единый смертельный удар. Но это давняя традиция, и тут, раз мы к этой теме хорошо подошли, я же всегда, когда готовлюсь, подбираю цитаты, да? Это вот Юрий Липа, вот, который улицы уже названы, да, в Одессе в свое время пытались протестовать против этого. И вот его публикация. «Чи справді маємо фашизм?» запитував, значить, відомий галичині поет Юрій Липа. Наші публіцисти охоче приєднуються і до Гітлера, і до Муссоліні, кажучи, що вони роблять так само, як Гітлер, і те саме, що й Муссоліні. Бо популярним взором ставиться і творчість Кіплінгу. Усі вони мають одну спільну тенденцію. Одна спільна прикмета цих світоглядів – це їхнє побожнє відношення до джерел власної раси. И продолжение – это еще Кость Панькивский. Он был заместителем Кубиевича, которого мы вспоминали. Это главные коллаборационисты, которые людей отправляли на работы вот, принудительные. И вот он пишет в книге своих воспоминаний «Руки немецкой оккупации». Он на Запад свалил. Достаточно самоіронічно. Живемо в часах, коли у всьому світі, не тільки в українців, кожен бажає показати, яким то він був завжди противником німців та ворогом Гітлера, як то він ніколи не мав ніяких зв'язків з німцями, а навпаки, яка була його роля у спротиві проти німців, як то його переслідували і в'язнили, як він чудом
пережив роки німецької оккупации. Я специально взял цитату «На зарождение фашизма», где Юрий Липа, которого сейчас сделали героем новой Украины, он, не скрывая, говорит: да, мы все ориентируемся, для нас это самое главное. А второй рефлексирует уже в эмиграции, да, как все резко стали, так сказать, борцами с гитлеризмом. Вот с этим новым изданием ауновщины будет все то же самое. Сейчас они подмахивают Трампом и всем остальным, вот, и используют для своих возможностей. А потом, по прошествии времени, когда они опять окажутся, кто кому удастся, в эмиграции за океаном, они будут рассказывать, что они вообще не це мали на увазі. Что нет, то все по-іншому. Мы хотели построить Украину прекрасную, европейскую, вот замечательную, все было прекрасно, но подлые москали, значит, нам все это разрушили тем, что украли наш Крым. Вот это как будет, да, то есть это уже просматривается. Поэтому вот к этим заявлениям нужно относиться именно как к способу снять с себя ответственность, в том числе и в будущем. Так ответственность уже, смотрите, уже снимается. Вот, например, 3 дня назад прошла сейчас информация, гуляет о том, что в одном из в нескольких из храмов на территории Киево-Печерской лавры срезают замки. Прям берут и срезают. И якобы, это так, слухи такие, что хотят полностью, вот пост настанет, сейчас у нас Масленица идет, да, и хотят полностью, в общем-то, выгнать всех, кто еще там остался из Украинской Православной Церкви, оставить там один храм, по-моему, который сейчас там служит, ПЦУ конкретно, а все остальные, в общем-то, всех отобрать и разогнать. И вы же понимаете, в чем дело? Это же находит оправдание. Да, в том же 2014 году, в этой идеологии вот этого же Майдана, и все, как бы говорят, это же московские попы, вот у нас есть какие-то там свои, и воспринимается, я не говорю, что нормально воспринимается, ненормально воспринимается, но воспринимается. То есть война же с Россией, да, вот так, они вот там не захотели, вот они такие. Это вот касательно оправданий. То есть Майдан дал вот массу вот этой идеологии оправданий, потому что если выбить эту ножку или табуретку Майдана из-под всего конструкта, который наворотили, то тогда придется откатываться, правда, то есть до каких-то, все же очень далеко и глубоко. Вот этот переход, да, он сейчас кажется невозможным. Я имею в виду, если взять и все разрушить и выбить. Оправдывается все. Вот вы сравниваете, мы сегодня там вспоминали и цепляли тему Великой Отечественной, Второй мировой, да. Вот мне примерно что-то подобное рассказывала там бабушка. Вот примерно что-то подобное. То есть это видео из Кривого Рога, все просто. Люди смотрят из соседнего дома, ругаются, на чем свет стоит, матерятся. Вечер, черные фары у соседних ворот, как пел Шевчук, да. Бус возле подъезда, волочат мужика за руки, за ноги, тянут. И, в общем, они все ругаются, матерятся, как так можно, что вы делаете, кричат с фонариками. Потянули, утянули. И выбегает девочка в подъезд, босенькая, выбежала, бросилась к этому бусу, понятное дело, она там ничего не сыграла, его уже запаковали и увезли. Она осознает на мгновение, что дверь подъезда закрывается, она без ключа, бежит назад, но уже дверь закрылась, бус уезжает, девочка вот остается в пижамке, в общем-то, на этом снегу. И вы понимаете, это тоже оправдывает Майдан. Пуссификация, смотрите, оправдана. Находятся же эти голоса, которые говорят, так можно. Причем я специально не привожу, там, есть же ужасные кадры там, с избиениями, вот. Просто вопрос возникает, а что этой девочке в голове будет? Что в голове? Как она переживет эту,
травму. Дай бог, чтобы там жив был ее этот отец, дай бог, чтобы там все или закончилось, или там война, немножко повоевали, чтобы они встретили, ну, как вернулся к ней, что это не навсегда. Я имею в виду конкретно эту историю из Кривого Рога, семьи. Но какое... Вот тоже очень классно. И мы почему, допустим, да, нравятся наши встречи и разговоры наши с вами. Это же, есть такое выражение, дух времени, да? Когда эта девочка повзрослеет и станет там тетенькой, потом бабушкой, она же будет вспоминать дух вот этого времени, 26-го года, когда ее отца волочили и тащили в этот бус. И точно найдет что-то сказать по поводу и Майдана тоже. Как вы относитесь к этому уравнителю Александр, майдановскому? Смотрите, это же, вот если мы обратим внимание, когда в украинской национальной культуре, ну, потому что есть украинская русская культура, наша союзная, а есть национальная, да, ну, которую там русские или белорусы не очень понимают. Были наиболее такие именно антибандеровские, антиауновские настроения. Это как раз 60-е и 70-е года. Вот, это вот и карикатуры, памфлеты, которые мы часто в Перце видим, да, публикуют и прочее. Почему? Потому что это как раз было живо поколение вот таких же девочек своего времени, да, то есть, которых ауновцы забрали. Там же, я напоминаю, почему массово сдавались ауновцы. Потому что там 80% были такие же бусифицированные, которых брали в заложники. Им 100 лет этого не надо было. Вот. И да, и вот это было живое поколение, которое передавало. А вот уже наше поколение, вот 80-е, уже во второй половине 70-х, это уже как бы подзабылось. Это стала уже какая-то старая история, да? И оставались единицы, такие вот как профессор Масловский, о котором я постоянно говорил и буду говорить, которого убили еще в 99-м году. Он же книгу свою, за которую вы его убили, он же написал еще в 92-м году. И это была книга предупреждения. Она начинается с этого. Он говорит, посмотрите, что происходит у нас на митингах. А почему для него это было? Потому что он родился в Волынском селе, и он это постоянно упоминает. И он был свидетелем того, как их соседей замордовали и оставили в живых одного человека, да, а всех остальных убили, в том числе женщин. И он не мог жить. То есть, у него как пепел класса бьется в моем сердце, да, как у Тиля Уллиншпигеля. И поэтому вот наша задача, как поколение, вот нашего поколения, которое еще немного помнит и знает, что было в советской античности, которая эту чуму переборола в свое время, да, на наших глазах это все разворачивалось, потому что захваты храмов, о которых вы говорили, я, ну, в смысле, не лично, а как своими глазами, это помню еще в конце 80-х, начале 90-х, конкретно на Западенщине. И, кстати, один из активных деятелей захватов храмов, Василий Червоней, многолетний депутат Верховной Рады, его и Ющенко провел, сначала Рух он был депутат, его молнией убило. Представляете? Ну, это такой знак, да, то есть, это прям знак знаковый. А Василий Червоней это была редчайшая мразь. Он, кстати, первый избили тогда Олеся Бузину, когда вышла книжка, когда он выходил с презентации книги. Еще раз, я считаю, что не очень удачное название, но автор сам придумывает название про вурдалака. Книжка там вообще не про вурдалака, а про сложного творческого человека, который потерялся. Вот, и еще сильное влияние алкоголя в условиях Петербурга. Вот, это факт. Ничью кровь он не пил. Но, тем не менее, Червоней пользовался своей неприкосновенностью депутатской. Дальше. Как себя вели? То есть, когда, я просто напоминаю, был выпущен этот джин, да, этого зла и ненависти, это приход в пластик Ющенко. Это знаменитый захват Центральной избирательной комиссии. Вот. Все тоже уже об этом подзабыли. Когда били как раз тогда беркутов, спецназовцев, и одному там тыкали под бронежилет чем-то непонятным. Он говорил, там, то ли это было нож, то ли как канцелярский нож, но тем не менее. И это всем абсолютно сошло с рук. Почему? Потому что это же был пир духа. Вся Україна з нами. Це була перша революція гідності. А во имя гідності можно и людей убивать. В общем-то, ничего нового в этом нету.
Именно так вот мы с этого начинали сегодня и строились крестовые походы. То есть вы там кого угодно перережьте, вот, а мы вам грехи, в общем-то, простим. Почему? Ну, потому что вы благое дело делаете. И не зря в нашей культуре вот те, кто пытался к нам идти с крестовыми походами, как их называли? Псы-рыцари. Вот. Ну, это подонки. Да? То есть, никакого уважения к ним не было. И не зря их утопили на льду Чудского озера. Да? Это же отражает архетип, что такого типа люди, ведущие такого типа войны, они недостойны даже уважения как противники. Их можно только, чтобы даже памяти от них не осталось, пустить под лед. И характер, мы тоже белорусов сегодня вспоминали, да? Характер белорусский как раз был и выкован. Вот именно партизанский характер. Белорусы – это же вообще страна-партизанка, да? Если так вот говорить. Вот. Это было начиная еще с времен как раз походов, потому что через эту территорию у нас есть два таких легендарных города, которые всегда останавливали захватчиков с запада. Это Смоленск, даже как шутит граф Калиостро в формуле любви, все, кто приходят в Россию, гибнут под Смоленском. Да? А еще есть второй город Великие Луки. О нем мало знают. Вот. Если жители Петербурга знают, там колбасы прекрасные, да, там комбинат отличный. А именно почему он так называется Великие Луки? Это он точно так же принимал удары, только севернее. Это вот то, что через Литву шло. И именно там совершил, кстати, свой подвиг матросов. Именно там он бросился на Дон. Да? И поэтому вот Белоруссия, это как раз... Вот белорусам точно не надо рассказывать, что такое приходящие вот эти вот новые цивилизаторы. А вот какую роль там играют проповедники всей этой истории, это самое важное. Потому что для того, чтобы началась вот такая война со своим народом, с уничтожением сначала внутри себя, коллаборантов, сепаров, руки Москвы и прочего, для этого нужно сначала настропалить так называемое политизированное меньшинство и интеллигенцию. Почему я цитировал того же Липу специально, да? Вот. А вот эта проповедь ненависти и расизма, вот это самое главное. Потому что это дело не в американцах, это дело в наших предателях и подонках. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, до новых встреч. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.